Мне всегда нравились игры с жуткой атмосферой постапокалипсиса. Еще особое внимание я уделяю играм с советским и российским сеттингом. А что если совместить эти два жанра и поиграть во что-то жуткое про нас? Так и получилась идея этого видео. Здесь будут проекты самых разных жанров, от чисто сюжетных приключений до выживания в открытом мире и кооперативных хорроров. Всем привет, вы на канале Барта, меня зовут Илья. Так получилось, что это самое большое видео на моем канале, поэтому буду рад вашему лайку и подписке за старание. Вам точно понравится, это я обещаю. Заранее спасибо и поехали! Вы когда-нибудь хотели поиграть в онлайн Stalker, а в GTA Stalker со своими друзьями? 15 апреля вышел глобальный ивент под названием Stalker от разработчиков Amazing Online. В этом режиме нужно выживать, торговать и воевать с такими же выживальщиками, как и ты. Здесь есть аномалии, мутанты, заброшенные базы и, главное, настоящая атмосфера той самой зоны. Что же такое Amazing? Это красочный, полный разнообразия мир, богатый районами и уголками, которые знакомы каждому. Ты можешь стать успешным бизнесменом, политиком, бандитом или обычным жителем города. Можно начать свой бизнес, стать полицейским и патрулировать районы, или просто веселиться и двигаться по карьерной лестнице, решать только вам. Автолюбители будут впечатлены широкой кастомизацией и тюнингом. Переходи по ссылке, скачивай лаунчер и вводи мой промокод. Ждем тебя на просторах Amazing Online. Симбионт. Начнем, пожалуй, с игры моего детства – Симбионт. Действие происходит в постапокалиптичной Москве. В начале 2000-х инопланетяне вторглись на Землю, и началась большая война человечества с ксеноморфами. Первый удар пришельцы нанесли по Британским островам. Лондон был уничтожен до основания, и даже Штаты не успели прийти на помощь. У них хватало своих проблем. Одновременно были атакованы Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго. Ну а дальше была Европа, Китай и Россия. В Москве было применено тактическое ядерное оружие, которое, впрочем, не нанесло существенного поражения пришельцам. Небо скрылось за ядовитым смогом, а немногие выжившие ушли под землю, скрываясь от радиации и глаз инопланетян. Но зачем ксеноморфы атаковали Землю? Какие цели они преследовали? Инопланетный Рой хочет вывести с помощью генетического симбиоза идеальных солдат, существ, наделенных невероятной силой, ловкостью и интеллектом. Долгие тысячелетия пришельцы бороздят просторы космоса и пытаются найти базу для своих экспериментов. И кажется, лучше землян еще никого не было. Разведчики обнаружили среди городских руин странные инопланетные сооружения. Оказалось, что это инкубаторы, или как их еще называют, могильники. Пришельцы стаскивают туда людей и помещают их в странные коконы, где и происходит тот самый симбиоз. Главный герой – обычный парень. Не помня своего прошлого, он просыпается в коконе в одном из могильников. И здесь раскрывается одна из главных особенностей игры. Мы буквально играем за человека, который постепенно мутирует. С каждым часом его тело меняется, оно покрывается хитином, на руках вырастают когти, и при этом у симбионта появляются новые способности. Например, он может видеть врагов сквозь стены или впадать в ярость. Однако его разум остается в полном порядке. Внешне он выглядит как мутант, но внутри остается человеком. И задача сюжета – помочь людям и узнать свое прошлое. Скажу сразу, Симбионт – это старая игра, и даже на релизе она не получила высоких оценок. Тем не менее, это не трэш-игра типа Гульмана, а вполне годный середняк, который может увлечь на пару вечеров. В особенности тех, кто любит игры с российским или советским сеттингом. Геймплей на Симбионт – это шутер от третьего лица, который вместе с мутацией героя превращается в слэшер. К сожалению, открытых локаций в игре мало, и большую часть времени мы будем зависать в скучных коридорах. Сеттинг тоже раскрыт не очень. Понять, что действие происходит в России, можно лишь по панелькам да сломанным машинам. Каких-то знакомых московских мест здесь нет, и это большое упущение. Но для многих Симбионт – это игра детства, и даже я проходил ее, когда мне было 10 лет. Как сейчас помню свой первый комп на GTX 9800 GT. Как же давно это было. Но время неумолимо несется вперед, и поэтому сегодня, без ностальгии, в Симбионте вы можете разочароваться. Уровень жути 1 из 10. Вайбы апокалипсиса.
Могли вы когда-нибудь представить, что в 2025 году кто-то выпустит игру на движке оригинального Дума аж 93 года, где все оружие и враги – это буквально спрайты, PNG-шные картинки с покадровой анимацией, но при этом такая игра кажется очень атмосферной, и в нее будет интересно играть. Apocalyptic Vibes меня сразу зацепила. Игру сделал один человек, но с технической точки зрения она кажется очень устаревшей. Но графика никогда не определяла качество геймплея игры, и поверьте, здесь есть о чем поговорить. Завязка такая: после Первой мировой войны наступил золотой век человечества. Все жили в гармонии, совершались научные открытия, люди покоряли космос. Но долго продолжаться это не могло. Произошла ядерная война, и Земля погрузилась в мрак атомного кошмара. Главный герой – безымянный курьер, который доставляет разные грузы между выжившими поселениями. На одной из вылазок его ограбили и чуть не отправили на тот свет. Очнувшись, он решил во что бы то ни стало отомстить бандитам. Так начинается путь бродяги, который с наганом в руках прогрызает себе дорогу в туманное будущее. Первое, что хотелось бы отметить в Apocalyptic Vibes, это визуал и звуковой дизайн. Тот, кто думает, что качество игры зависит от ее графики, глубоко ошибается. Главное – это стиль, и совершенно не важно, сколько весят текстуры. Так вот, в апокалиптичных вайбах ретро-стиль наоборот выделяет игру. Ты быстро привыкаешь к рваным анимациям и плоским персонажам, и это нисколько не влияет на погружение. О месте и времени в игре не говорится, но без труда угадывается Советский Союз. Это буквально чувствуется. Повсюду расставлены знакомые предметы быта. Герой пользуется только советским оружием, а разрушенные здания хоть и выглядят обычными коробками, в них все равно считываются бывшие заводы и фабрики. Дополняет эту меланхолию прекрасная музыка, написанная в жанре шугейз. Треки как будто специально состарены и идеально раскрывают всю тоску постапокалиптичного мира. Буквально пара слов о геймплее. Apocalyptic Vibes нельзя назвать простой игрой. Перестрелки здесь напряженные, есть дефицит патронов, а на высокой сложности сохранения доступны только у костров. В игре есть радиоприемники, на которых можно узнать прогноз погоды. Если пойдет токсичный дождь, игроку нужно будет одевать капюшон, одежда при этом намокнет, и это негативно скажется на выносливости. Также на локациях может быть ядовитый туман, против него поможет противогаз, но не забывайте покупать фильтры. Apocalyptic Vibes – это любопытная, очень атмосферная, но при этом короткая и сырая игра. Ее разрабатывает один человек, и это видно. Часто встречаются баги. Квестовые предметы могут не появиться, а нужные двери могут не открыться. Бывают просадки FPS, и это вообще недопустимо для движка 93-го года. Но то, ради чего мы здесь собрались, ощущение советского постапокалипсиса присутствует, и это главное. Уровень жути 2 из 10. Left 4 Dead 2. Чернобыль. Left 4 Dead 2 – это без сомнений одна из лучших игр про зомби. И несмотря на свой почтенный возраст, релиз состоялся в 2009 году, в Left 4 Dead 2 продолжают играть десятки тысяч человек. Помимо мрачной атмосферы, харизматичных персонажей, качественной графики и анимации, Left 4 Dead 2 цепляла реиграбельностью. А все благодаря режиссеру, балансировочному алгоритму, который делал каждый забег уникальным. Если игроки хорошо убивали гниющие толпы, искусственный интеллект подкидывал новые волны зараженных, и поэтому нельзя было просто заучить карту. Есть еще одна причина, по которой эта игра до сих пор актуальна – моды. В мастерской Steam можно найти тысячи аддонов, изменяющих оружие, графику и, что интереснее, добавляющих новые карты и сюжеты. Благодаря модификации Чернобыль я и добавил Left 4 Dead 2 в это видео. Начнем с сюжета. По слухам, инфекция боится низких температур, а потому выжившие отправляются из Америки на восток, в сибирскую тундру. Самый безопасный маршрут пролегал прямо на Чернобыльской АЭС, поскольку предполагалось, что в случае поломки самолета там не окажется людей, и, следовательно, зараженных. Никто и не подозревал, что в Чернобыле оставалось около 4000 человек, которые обслуживали реакторы. Модификация Чернобыль, глава 1, предлагает 5 новых карт. Завод Юпитер и несколько районов Припяти, городской бассейн, госпиталь, школу и центральный район города. Полное прохождение кампании занимает около 2 часов. Для большего погружения разработчики предлагают использовать дополнительные аддоны с российским и советским вооружением. Атмосфера Чернобыля идеально подходит для сюжета зомби-апокалипсиса. Отстреливать оживших мертвецов на улицах заброшенного города очень жутко. Но если честно, хотелось бы больше локаций. Самое обидное, что в моде нет самой АЭС и саркофага. Бои там еще сильнее бы погрузили в ужасную атмосферу. Уровень жути 3 из 10.
Хоррор-гонка Beware. Представьте, что вам пришлось задержаться на работе допоздна. Время 1:30 ночи, а вы только садитесь в машину. Город спит. Лишь безмолвные фонари освещают дорогу. Накрапывает небольшой дождь, вы погружаетесь в свои мысли и представляете, как сейчас выпьете чаю и завалитесь спать. Вдруг в боковом зеркале вы видите чьи-то фары. Должно быть, кто-то тоже задержался на работе и сейчас сонный едет домой. Но происходит что-то странное. Машина следует точно за вами, повторяя каждый поворот. И, кажется, пытается вас догнать. Что им нужно? Почему они преследуют меня? Думаете вы, попутно вспоминая все, что делали накануне. Кому я мог перейти дорогу? Поток мыслей прерывается мощным толчком. Преследователи пошли на таран. Судорожно вы выжимаете педаль газа до упора, и сейчас самое главное – оторваться. К черту правила дорожного движения, нужно гнать как можно быстрее, и, возможно, жуткая машина отстанет. Вы маневрируете между улиц, несетесь на всей скорости между спящих домов. Но гонитель не отступает, его жуткие желтые фары по-прежнему отражаются в вашем зеркале. Еще один толчок, и вы оказываетесь в кювете. Машина застряла. Колеса без толку прокручиваются на месте. У дороги появляются 3 черные, страшные фигуры с фонарями. И они направляются к вам. Именно так можно описать игру Beware. Хоррор, где все, что вы делаете, это пытаетесь оторваться от таинственных преследователей. Вы спросите, а почему ты добавил эту игру в подборку с советской атмосферой? Да хотя бы потому, что мы ездим на ВАЗе-2106, так же как и наши преследователи. И мрачные декорации очень уж напоминают любую страну Восточной Европы. А все дело в том, что разработчик из Чехии, он, кстати, в одиночку создал этот уникальный хоррор. Игра делалась на движке Unity с применением инструментария CarX Technology, поэтому физика автомобилей очень реалистичная. Водить шестерку в этом кошмаре весьма приятно. К сожалению, игра Beware очень короткая, здесь всего лишь 10 уровней. Но жуткая атмосфера погони от неизвестных преследователей запоминается надолго. Когда я собирал информацию к этому видео, я нашел много сообщений от людей, которые были в подобной ситуации в реальности. Все они говорят о невероятном страхе и зашкаливающем пульсе, когда в ночном городе за тобой след в след начинает ехать неизвестная машина. Но особенно жутко, когда это происходит на трассе. Уровень жути 4 из 10. Пионер. Пионер – это разрабатываемая онлайн-игра в сеттинге постапокалипсиса на заброшенном советском острове. Она одновременно похожа на Stalker и Fallout, а геймплей отсылает к Таркову, и ко всему прочему в Пионере будет полноценная проработанная сюжетная кампания. В общем, винегрет из разных стилей и жанров, но в игру я уже поиграл и должен сказать, в ней много хорошего. Начнем с сюжета. Действие происходит в альтернативной версии Советского Союза. На большом архипелаге взорвалась атомная станция, и, как водится, появились мутанты, аномалии и прочие таинственные явления. Мы играем за подпольного агента группировки «Инициатива», правительственной организации, которая пытается разобраться в происходящем и установить причины случившегося катаклизма. Формула Пионера очень похожа на ранее упомянутый Stalker и Fallout. Игроку сразу доступен большой открытый мир, который он волен исследовать так, как пожелает. Вы можете проходить только сюжетные задания, но если есть желание разобраться во всех тайнах заброшенного острова, лучше брать побочные задания и как можно больше исследовать. Был у меня во время теста один случай. Нашел я среди пустыни заброшенный ангар и вижу, рядом со входом лежит раненый бродяга. Дал ему аптечку, а он дрожащим голосом говорит, что внутри была какая-то тварь, но там же остался его мертвый товарищ. Днем мутант спит, так что есть шанс тихо проскользнуть и забрать снаряжение его друга. Я согласился. Как только зашел в ангар, дверь захлопнулась. Оказалось, что это чучело заманивает сюда доверчивых путников. Тварь их жрет, а пожитки, то, что она не может проживать, оружие, бронежилеты и патроны, он по-тихому забирает себе. Разработчики обещают, что подобных историй в Пионере будет очень много. Но главная фишка игры – онлайн-режим. Весь сюжет и многие побочные квесты вы можете пройти со своими друзьями. При этом другие игроки не смогут вам помешать. Также Пионер предлагает много фишек жанра ММО. Правая часть острова будет называться Теневыми землями, и если вы любите PvP, лучше идти туда. Так разработчики планируют объединить игроков с разными жанровыми предпочтениями, и надеюсь, у них это получится.
Что касается жути, то игра не слишком страшная, однако некоторые локации и мутанты действительно завораживают. На просторах Тартаруса вы встретите огромных пауков, бешеных медведей размером с небольшой дом, мерзких распухших зомби, прозванных болотными тварями, и лешего, одного из самых опасных монстров игры. Большую часть времени он неподвижно сидит на дереве, а невнимательных путников, подошедших слишком близко, убивает на месте. Да и сам мир будет держать в напряжении. Если в городах чувствуешь себя комфортно, то чем дальше вглубь острова, к взорванной станции, тем становится все более жутко. В заброшенных бункерах можно будет наткнуться на сектантов культа Ворона. Это местные сумасшедшие, которые терроризируют всех вокруг. Они срывают экспедиции и мешают любым попыткам установить над островами какой-либо контроль. Я знаю, что многие ждут Пионер довольно долго. Разработчики несколько раз переносили дату релиза, но кажется, что этот год будет финальным. Специально для этого видео мне удалось спросить у главного разработчика о выходе игры. Планы не изменились, и поиграть можно будет уже в этом году. Однако консольные версии будут доступны позже. Сейчас мы проводим довольно много внутренних, партнерских и очень ограниченных тестов. Следующие наши шаги – проведение тестирования волнами для тех, кто оставлял заявки на ЗБТ, а также проведение ограниченного ОБТ, за которым последует релиз. Думаю, для всех это хорошие новости, так что ждем. Уровень жути 5 из 10. Project Russia. Project Zomboid вышла больше 10 лет назад, но почему-то я в нее никогда не играл. Смущала изометрическая мультяшная графика, казалось, что игра совершенно не атмосферная. И вообще, зачем играть в это подобие Симса, когда есть мрачнейший DayZ? И все зря. Насколько просто выглядит Project Zomboid, настолько же эта игра огромная, глубокая в плане механик и жуткая. Действие происходит в Кентукки, и это место, мягко говоря, не подходит под тематику данного видео. Но есть одна важная вещь, за которую я обожаю ПК-гейминг – моды. Project Russia – это огромная модификация для зомбоида, и когда я говорю «огромная», я нисколько не преувеличиваю. Для исследования доступны 324 квадратных километра, а это 7 крупных городов, десятки поселков и деревень. Самый крупный город в моде – Долгопрудный, его буквально можно исследовать часами, так как в каждую квартиру, магазин или помещение можно зайти. В целом, карта вымышленная, но многие населенные пункты реальные. Например, есть города Ростов, Клин, Подольск, Рыбинск, Назарово и другие. Время в Project Russia – начало 90-х, и это сильно отражается на колорите. Интерьер в квартирах, как у наших бабушек, ковры на стенах, квадратные телевизоры и советские шкафы. Под окнами припаркованы старые модели АвтоВАЗа, есть Нивы, Москвичи и Зилы. В любом городе можно найти магазинчик «Пирожки», а рядом с автобусными остановками обязательно будет ларек «Союз Печати». И еще раз повторюсь, карта реально огромная, ваше выживание может затянуться на сотни часов. Но все-таки о чем Project Zomboid? Можно ли сказать, что это DayZ только в изометрии? И наверное, да. Только нужно сделать важное уточнение. Это изометрический DayZ на сильных стероидах. В Project Zomboid механики выживания возведены в абсолют. Здесь десятки возможностей для игрока, продвинутые механики медицины и крафта, и даже строительство есть. Умереть в зомбоиде очень просто, и нужно тщательно следить за здоровьем своего персонажа. Если его укусили или он поцарапался о разбитое стекло, наложите повязку на порез и смажьте ее спиртом. Периодически бинты нужно менять, иначе рана загноится и герой заболеет. Чтобы стать сильнее и выносливее, можно заниматься спортом, например, отжиматься или приседать. Если вы переусердствуете, у персонажа заболят мышцы, и он будет испытывать боль при движении, что сделает его уязвимым. Также в этой игре нужно спать и следить за психическим состоянием своего героя. У него может накапливаться усталость и тревожность, а при виде толп зараженных он будет испытывать панику. И это отражено в геймплее. При испуге герой чаще промахивается и слабее бьет. В Project Zomboid можно читать книги и таким образом быстрее прокачивать навыки, ремонтировать и управлять машины, строить базу и заниматься огородом. Ваша задача выжить как можно дольше, поэтому вы просто обязаны планировать каждый свой шаг. Но, конечно, рано или поздно вы умрете. И представьте, ваш старый персонаж обратится в зомби, и вы даже сможете найти его, убить и забрать свое снаряжение. Я пока что только начинаю осваивать механики выживания и задаю себе один вопрос. Почему я не поиграл в это раньше?
Да, со стороны Project Zomboid может выглядеть несерьезно, но главное то, что внутри. Модификация Project Russia дарит еще больше впечатлений, и те, кто любит советский постапокалипсис, точно останутся довольны. Настолько масштабной игры про зомби в нашем сеттинге еще не было. Помните, как в детстве, играя, мы думали, вот бы в каждый дом можно было зайти? И Project Zomboid дает такую возможность. Ко всему прочему, игра довольно хардкорна. Вначале на экране мы видим надпись «Это история вашей смерти». Данная фраза отражает весь геймплей Project Zomboid. Умирать вы будете часто и разными способами, так что лучше отправиться в путешествие с другом, который прикроет вашу спину. Уровень жути 6 из 10. DayZ. Без сомнений, DayZ – это одна из лучших игр про выживание с невероятно тяжелой атмосферой. Действие разворачивается в вымышленной постсоветской стране Черноруссии, и все окружение будет очень хорошо знакомо нашим игрокам. В этой подборке мы разберем дополнение Намальск, который представляет из себя заброшенный советский остров с множеством городов, поселений и военных объектов. Доподлинно неизвестно, когда и при каких условиях появился зомби-вирус в DayZ. Однако на данный момент хорошо известны его симптомы и влияние на человека. Вирус представляет из себя некую смесь гриппа и холеры, он передается воздушно-капельным путем, а процесс заболевания происходит очень быстро. В кратчайшие сроки на теле человека появляются красные и черные пятна, начинаются сильные кровотечения из носа, глаз и ушей. Все это сопровождается сильными мышечными спазмами. Но самое страшное, зараженный теряет рассудок и становится очень агрессивным. Его буквально влечет к человеческому мясу. По лору DayZ каждый игрок обладает иммунитетом к вирусу. Вот только особых причин для радости нет. Мир игры невероятно жесток, и выживать в нем очень сложно. Как уже было сказано ранее, действие DayZ происходит в вымышленной стране Черноруссии. Это очень атмосферное место, которое понравится всем любителям постсоветской атмосферы. Но в данном ролике я бы хотел затронуть другую карту, а именно Намальск. Намальск – это советский архипелаг, окруженный ледниками и холодным морем. Большую часть карты занимают заснеженные леса, небольшие деревушки и многочисленные военные базы. Самый крупный город этого региона – Воркута, большой индустриальный центр с множеством заводов и панельных домов. По размерам Намальск в несколько раз меньше Черноруссии. Но от этого карта хуже не становится. Наоборот, геймплей на архипелаге очень насыщенный. Вы быстрее добежите в город, найдете оружие и сразу сможете воевать, без долгих поисков снаряжения. Однако есть и свои подводные камни. Намальск – это зимняя локация, и поэтому вам нужно постоянно греться у костров, выбирать только теплую одежду. В DayZ ваш герой может намокнуть, а потом заболеть. Это усложняет и без того непростой геймплей. Есть еще одна фишка Намальска, которая меня сильно удивила – выбросы. В размеренном темпе я исследовал локацию, как вдруг в небе появились очень красивые, но при этом довольно жуткие молнии. Казалось, что начинается гроза и вот-вот прольется дождь. Спустя время небо стало алым и появились странные подземные толчки. С каждым ударом здоровье героя уменьшалось, и я понял, живым отсюда не выбраться. В такой ситуации нужно как можно быстрее искать укрытие, а не смотреть на небо, разинув рот. Я и подумать не мог, что помимо обморожения, болезней, зомби и агрессивных игроков, еще одну опасность будет подкидывать и сама природа. DayZ – это невероятно большая и продуманная игра, одна из лучших в жанре выживания. Лично для меня большим плюсом является сеттинг советского постапокалипсиса. Очень интересно исследовать знакомые локации. При этом DayZ – это просто синоним атмосферности. Ты максимально отождествляешься со своим персонажем, выживаешь, ищешь лучшее снаряжение, охотишься, готовишь еду на костре, строишь базу и раз за разом отправляешься в рейды. Каждая твоя вылазка – это новая история, и в этом огромный плюс DayZ. Сюжетные игры никогда не смогут подарить те эмоции, когда попадаешь в засаду с набитым рюкзаком хабара. Хочу также отметить природу. Лес в игре просто невероятный, графика и звуковой дизайн захватывают буквально как в кино. Первое время я просто ходил, наслаждался шелестом листвы, смотрел, как сосны качаются на ветру и получал огромное удовольствие от пейзажей. В такие моменты даже забываешься, что ты играешь в жесткую игру про зомби-апокалипсис. Одного ролика точно не хватит, чтобы рассказать все об этой игре, она слишком большая. Здесь есть все механики выживания, рыбалка, охота, можно собирать грибы и ягоды, хочешь построй базу и занимайся огородом. То же самое касается и механик здоровья. Чтобы поесть, надо сначала помыть руки, иначе можно подхватить инфекцию.
После дождя нужно снять и высушить одежду, если вы не хотите простудиться. Оружейная система также продуманная. Оружие нужно чинить и чистить, патроны необходимо забивать в магазины, а коллиматорные прицелы не будут работать без батареек. Еще есть транспорт, но машину нужно сначала найти, а потом еще починить. Детали могут находиться в совершенно разных местах, поэтому это дело не быстрое. Но когда автомобиль заведется, его ценность будет ощущаться мешком золота, и подобных эмоций в других играх просто не найти. Но у всякого хардкора есть и обратная сторона. В одиночку играть в DayZ очень сложно. Приходится тратить долгие часы на поиск снаряжения, и потом ваше выживание может закончиться одной шальной пулей. После такого всякое желание играть пропадает. Но есть решение, можно играть на фанатских серверах. Там уровень хардкора значительно снижен, лут увеличен, и иногда можно даже выбирать точку спавна на карте. В любом случае, DayZ дарит эмоции. Много эмоций. В эту игру можно играть часами, и все равно у вас будут генерироваться уникальные ситуации. Так что обязательно попробуйте, если еще не сделали этого. Уровень жути 7 из 10. Клеть. Как вы уже поняли, мне нравятся игры про постапокалипсис. Ядерная война, эпидемия зомби-вируса или закрытые зоны с таинственными аномалиями – все это интересные сеттинги. Но представьте себе игру, где весь мир – это огромная хрущевка, которая постоянно расширяется во все плоскости. Люди, живущие в этом здании, никогда не видели неба, и все, что их окружает – это бетонные стены и бесконечные лестницы. Каждый в этом мире знает, что время от времени нужно плотно закрывать двери, ведь появляется он. Самосбор – аномальный фиолетовый туман, который убивает все живое и приносит с собой чудовищ. В 2025 году вышла игра «Клеть», которая базируется на сеттинге самосбора, и подобную жуткую атмосферу я давно не ощущал. По жанру это кооперативный хоррор, где вы берете на себя роль одного из безымянных осужденных, приговоренных к клети. Клеть – это буквально живой лифт, на котором вы должны спуститься на минус 100-й этаж, чтобы найти там сердце гигахрущевки. В одиночку или со своими напарниками вы будете останавливаться на этажах, искать там топливо, инструменты и прочие полезные вещи. Важное условие – клеть нужно постоянно кормить. Лифт непрерывно нуждается в бензине, и если бак опустеет, огромная пасть может сожрать одного из ваших товарищей. Итак, вы начинаете погружение. Сначала будут попадаться более-менее безопасные помещения, старые жилые блоки. Однако в них полно ловушек, капканов и мин, поэтому нужно внимательно смотреть под ноги. Но самое жуткое – это аномалии и мутанты. В мире самосбора может произойти все, что угодно, и не удивляйтесь, если встретите на этаже огромный катающийся глаз или ликвидатора в противогазе с огнеметом. Врагов в клети около десятка, и как подобает хоррор-играм, все они пугают своим внешним видом. Особенно мне запомнился момент, когда я запустил офлайн режим и спустя час обнаружил на этаже еще одного игрока. Было жутко неожиданно, и вначале я подумал, что ко мне кто-то присоединился. Но потом оказалось, что это мимик, безобидное существо, которое преследует игрока и может своровать его вещи. Аномалии. На этажах происходит всякая таинственная хрень, где-то нет гравитации, и из-за этого можно легко угодить в ловушку. На другом этаже можно не заметить капкан из-за странной слизи. Где-то весь этаж пылает огнем, или наоборот, идет сильный дождь с грозой, который то и дело норовит попасть в игрока. Но, конечно, самое опасное – это самосбор. Едкий фиолетовый туман, который быстро убивает, и после которого на этаже появляются мутанты. Что это за явление и как оно появляется, неизвестно. Впрочем, неизведанность – это фишка клети. Чем глубже вы опускаетесь, тем сложнее становится игра. На нижних этажах больше аномалий и больше мутантов. Ваша задача прокачать лифт и раздобыть снаряжение для финальной схватки. Из оружия герои используют подручные средства – грабли, гаечные ключи и самодельные пушки, типа гвоздемета. Особое условие – если вы умрете, придется начинать сначала, с первого этажа. На уровнях есть аптечки и консервы, восполняющие здоровье, но также за бутылки можно купить в специальном аппарате банку живого пива, и это тоже поправит ХП. Но, конечно, лучше играть в команде, ведь товарищ сможет вас возродить. На 100-м уровне будьте готовы к финальному бою с огромным сердцем, скованным цепями. Это и есть сердцевина гигахрущевки, центр этого бетонного ада. Здесь вам пригодятся все навыки и все снаряжение, приобретенное на верхних этажах. Сердце плюется кислотой, из которой потом появляются монстры, и я не уверен, что этого босса можно пройти в одиночку. Клеть – это необычная игра в еще более необычном сеттинге.
Ранее я не был знаком со вселенной самосбора, и исследуя коридоры гигахрущевки, я впервые испытал клаустрофобию в играх. Нескончаемые бетонные стены буквально давят на тебя, и 100 заброшенных этажей с аномалиями и мутантами создают неизгладимое впечатление. Изюминкой клети, безусловно, является живой лифт. Когда топливо подходит к концу, приходится судорожно искать на этаже канистру, чтобы эта хрень никого не сожрала. Это действительно очень необычно и оригинально. Тем не менее, игра пока что находится в раннем доступе, и контента не так много. Клеть очень увлекает в первый раз, но повторные путешествия в недра гигахрущевки уже не так интересны. Монстры с аномалиями приедаются, и уникальных ситуаций не так много. Но разработчик не останавливается. Недавно вышло обновление, добавляющее новый биом – мясные шахты. Новые мутанты и геймплейные фишки в комплекте. Уровень жути 8 из 10. Побег из Таркова. Многие будут удивляться, почему я добавил Escape from Tarkov в эту подборку, да еще и на такое высокое место. Это же хардкорный экстракшн-шутер, а не хоррор. Что здесь жуткого, кроме читеров, плохой оптимизации и постоянной надписи «голова-глаза»? На самом деле, такое мнение может сложиться только у человека, незнакомого с лором Таркова. Поверьте, эта вселенная хранит в себе много ужасов. Возьмем, например, главного виновника катастрофы в Норвинской области – компанию Terra Group. По официальным документам она должна была развивать сельское хозяйство и инвестировать в строительный бизнес. Но на самом деле эта корпорация запустила свои щупальца во все важные объекты региона. Terra Group интересовалась бывшими военными базами, выкупала старые советские бункеры, убивала журналистов, завозила в область урановую руду и проводила жуткие опыты над людьми. Недалеко от Таркова под заброшенным химзаводом была обнаружена секретная подземная лаборатория с новейшим медицинским оборудованием. Этот объект был настолько огромным, что совмещал в себе 3 этажа с офисами, больничными палатами и лабораториями. Именно тут были найдены бочки с ядерными отходами, но самое жуткое – это вирусный сектор. Terra Group создавала в лаборатории боевой вирус и тестировала его на подопытных, которые содержались в специальных комнатах. В игре можно найти мертвых ученых в химзащите и карточки пациентов. Первые симптомы появляются уже спустя час после заражения. У человека наблюдается озноб, температура повышается до критической отметки. Отмечается спутанность сознания, вспышки агрессии, дегидрация. Зараженные с трудом способны говорить. Пациенты беспокойны, не могут отдыхать, постоянно двигаются. Зафиксированы случаи аутоагрессии. Кстати, а вы же знаете, как начинался постапокалипсис в Таркове? Terra Group была поймана на незаконной покупке муниципальной земли, но следственный процесс прервался из-за контрактных войн. ЧВК Йосек схлестнулся с БИР, и все закончилось мощнейшим электромагнитным взрывом, который и отрезал Норвинскую область от внешнего мира, уничтожив всю электронику. Догадаетесь, кто ответственен за это? Terra Group приобрела заброшенное бомбоубежище под санаторием «Лазурный берег», и именно там происходила сборка Эми-бомбы. Ответственно заявляю, этот бункер – самое опасное и жуткое место в игре. Он построен в форме лабиринта и просто напичкан капканами и растяжками. Сразу за гермодверью игрока встречает одна из многих ловушек. Это могут быть палящие пропановые баллоны, кислотная лужа или подвешенные дробовики. Но на этом сложности не заканчиваются. В главном зале лабиринта вас будут поджидать сразу 2 босса. Сильнейшие братья Килла и обновленный Тагила, вооруженный огромным лабрисом. А помогать родственничкам будет хорошо вооруженная свита. Конечно, вы сразу начнете судорожно бежать в поисках укрытия и, скорее всего, заденете ядовитую колючую проволоку. Металл промазан неизвестным токсином, который будет постепенно вас убивать. Здесь поможет только специальный антидот XTG-12, но кто же знал, что его нужно взять с собой? В центре подземелья находится сборочный прототип электромагнитной бомбы, рядом лежит документация Terra Group. Теперь не остается никаких сомнений, что эта корпорация – главный злодей в Таркове. Но знаете, остальные обитатели Таркова тоже не отличаются человеколюбием. Есть еще несколько жутких вещей, о которых можно рассказать. Например, вы слышали о цепочке квестов под названием «Стрим». Эти задания выдает механик, и оказывается, что кто-то в городе проводил ужасные хирургические операции в прямом эфире. Торговец просит найти доказательства и разобраться с подонками. И добавьте в копилку ужасов Таркова сектантов. Самую опасную и таинственную группировку, которая поклоняется синему огню, вызванному той самой Эми-бомбой.
Эти культисты абсолютно неадекватны, они враждебны ко всем, не боятся боли и очень мстительны. Убить сектанта значит подписать себе смертный приговор, так что лучше держитесь от них подальше. Про них ничего не известно, кроме того, что они преподносят дары своему огню в виде оружия и снаряжения. На какие деньги живут сектанты, неизвестно, но что-то мне подсказывает, что и здесь замешана Terra Group. Ну как, теперь вы согласны, что Тарков это не просто онлайн-шутер, а по-настоящему мрачная и жуткая игра? Уровень жути 9 из 10. Атомное сердце. Atomic Heart – это самая жуткая игра в советском сеттинге на данный момент. Возможно, большинство она запомнилась веселыми зарубами с роботами под шарманку Баскова или флягеры Аллы Пугачевой. Атомное сердце действительно выглядит очень красочно, особенно в начале. Нам показывают передовой наукоград, где все люди веселы и счастливы, демонстрируют последние достижения советской науки и робототехники. Но чем дальше развивается сюжет, чем больше записок вы читаете и погружаетесь в лор, тем сильнее открывается жуткая история, скрытая за этой ширмой. Atomic Heart очень кровавая игра, где нет ни одного доброго персонажа. Давайте узнаем, чем занимались на предприятии 3826. После активации боевого режима у роботов и начала катастрофы, главный герой, майор Нечаев, оказывается в научном комплексе Вавилов, занимающемся ботаникой и генетической селекцией. Здесь располагаются десятки цехов и лабораторий, в которых создаются новые виды растений, предназначенных для озеленения других планет. Также нужно сделать небольшое отступление и буквально в 2 словах рассказать о выдающемся ученом, академике Дмитрии Сеченове. В 1936 году Сеченов произвел революцию в мировой науке, открыл полимерную субстанцию, особый гель, который используется как источник энергии и сырья для создания различных технологий. Полимер может изменять форму, цвет, а также обладает электропроводимостью. С помощью этой технологии, кстати, и были созданы роботы. По вкусу это вещество имело металлический, сладко-соленый оттенок, удивительно схожий с кровью. Но на самом деле ничего удивительного здесь нет. В промышленных масштабах полимер производят в комплексе Вавилов путем перерубания животных. Коров буквально наживую разрубают до состояния каши, очень быстрые лезвия. Жидкость стекает куда-то в недра завода, и что происходит дальше, неизвестно. Да, наука требует жертв, и благодаря полимерам технологии скаканули вперед. Уже в 1950-е годы Советский Союз готовит операции по освоению космоса. Терраформированию скоро будет подвержен Марс, и в Вавилове занимались селекцией жаростойких растений. Эксперименты вышли из-под контроля, и на свет появился объект ЦП-388, более известный как огромный хищный борщевик. Высота дерева составляет около 30 метров, а ствол окружен гибкими ветвями-лианами, способными ловить потенциальных жертв. Но самое жуткое, что у борщевика есть глаза, и как они появились, до сих пор неизвестно. До катастрофы с роботами ученые пытались контролировать рост борщевика, опрыскивая его пестицидами. Растение проявляло агрессию к научному персоналу, и один из сотрудников даже впал в кому от химических ожогов. Но, несмотря на все сложности, избавляться от борщевика не хотели, так как он представлял особый интерес в научной среде. Еще в Вавилове вывели новый корм для крупного рогатого скота – растение побег. Обладая смесью растительного и животного белка, побеги должны были в будущем стать пищей не только для животных, но и для человека. Однако после катастрофы выяснилось, что побеги могут взаимодействовать с человеческими трупами, оживляя их и превращая в ужасных чудовищ – култышей. Опуская свои корни через плоть, растение проникает в мозг усопшего и берет его моторные функции под контроль. Куда более жуткие и глобальные вещи происходили в комплексе Павлов. Это секретный, экспериментальный медико-биологический центр, занимающийся исследованиями в области биоинженерии. В Павлове ставят эксперименты уже не над растениями, а над животными и людьми. В секретных лабораториях проводятся опыты по выведению новых пород скота для облегчения колонизации космоса. Только посмотрите на эти жуткие нейрополимерные кровавые скелеты. До конца неизвестно, завершенные ли это образцы или нет. Такие же опыты проводились на людях. В цехах Павлова пытались повысить способности человечества к выживанию в экстремальных условиях. Многие погибали в ходе экспериментов. Отдельный этаж комплекса – это огромный морг. Но самое страшное – проект «Коллектив 2.0». Это нейронная сеть, которая должна была объединить всех людей, подарив им безграничные возможности. По задумке, в мозг человека внедрялся особый полимер, который позволял носителю мысленно отдавать команды роботам, поглощать тонны информации и в короткий срок обучаться новым профессиям, навыкам и языкам.
Коллектив 2.0 должен был полностью изменить человечество, избавить людей от ручного труда и приобщить их к науке. Испытания коллектива происходили в секретном центре Академии последствий. Подопытным вживляли полимеры, помещали в тестовые камеры и приступали к наблюдению. Первые экспериментальные группы погибли полностью. 30-я сошла с ума. 73-я покончила с собой. 100-я друг с другом. 204-я, самая успешная, все выжили. Их сознание попало в вымышленный мир, который называется Лимбо. Но тела остаются тут, под полным контролем ученых. Сложно представить, что могло бы случиться, если бы запуск коллектива 2.0 не был бы сорван восстанием роботов. Идем дальше. Взгляните на человека-желе, или как его научно называют, полимерный объект. Это полимерная форма жизни на начальном этапе развития. Грубо говоря, человек-желе – это капсула, куда можно поместить сознание человека. Еще полимерный объект используется для копирования, сохранения и передачи данных из мозга любого человека. Этакая кровавая флешка. Во время сюжета человек-желе несколько раз использовался для убийства людей. Завершить рассказ о жути игры следует проектом «Атомное сердце». Как мы поняли, благодаря Сеченову Советский Союз стал мировым лидером роботостроения. Роботы экспортировались во все страны мира и, самое главное, в США. Никто и подумать не мог, что у этих мирных гражданских работников есть скрытый боевой режим, который может быть в любой момент активирован. Об этом проекте узнал молодой программист Виктор Петров, который специально вызвал локальный сбой на предприятии 3826, тем самым активировав боевой режим у роботов. Ученый хотел, чтобы об атомном сердце узнал весь мир. Вот такая игра Atomic Heart. Кровавая, жуткая, злая. Здесь действительно нет ни одного положительного персонажа. Каждый манипулирует главным героем и преследует только свои цели. Уровень жути 10 из 10.